Здравствуйте, дорогие родители! Меня зовут Шамиль Ахмадуллин. Я автор и разработчик более 30 книг и пособий по эффективному обучению детей, основатель школ скорочтения и развития памяти у детей, которые работают более чем в 50 городах России и СНГ, и кандидат психологических наук. В этом видео мы будем обозревать, я подробно расскажу о своем новом пособии, о коробке скоросчет для детей, чтобы вы поняли, из чего это пособие состоит и приняли решение, нужно ли вам оно для вашего ребенка или нет. Поехали! Пособие выглядит следующим образом. Это достаточно большая коробка, спереди, сзади написаны, какие карточки входят в состав коробки. Пособие придет вам запакованное в полиэтилен. Давайте сейчас откроем и посмотрим, что внутри. Итак, открываем коробочку. У нас методичка из глянцевой бумаги. Здесь подробное описание игры, ее состава и инструкция. К ней мы вернемся чуть позже. У нас 3 вида карточек. Карточки с нейропсихологическими упражнениями. Давайте распакуем их. Итак, у нас 30 карточек с нейропсихологическими упражнениями. У нас 3 больших вида карточек по 10 штук. Давайте их разделим и про каждый вид вам расскажу. Итак, это карточки вида, где на руке написаны цифры 5, например, и 2, и ребенку надо показать 5 пальцев, у правой руки, соответственно, 2 пальца и 5 пальцев на левой руке. Различные такие карточки, нужно делать их на скорость. Следующий вид карточек — это карточки, где на одной половине нарисовано лицо мальчика, какой-то буквой обозначена точка на лице, а на другой половине обозначена правая или левая рука, и, соответственно, пальцы обозначены различными буковками. Ребенку нужно, подняв эту карточку, максимально быстро дотронуться соответствующим пальцем на соответствующий участок его лица. Но в данном случае у нас это правая рука, большой палец правой руки, нужно дотронуться к вершинке правого уха. Учат ребенка это упражнение ориентироваться с понятиями право-лево, ориентироваться в своем теле, быстро переключать внимание, находить, соответственно, правильное положение. И третий вид карточек – это различные карточки с различными положениями рук. Ребенку надо максимально быстро повторить их с учетом того, левой или правой рукой эти движения сделаны. Эти карточки в процессе игры перемешиваются, и, соответственно, после определенного хода ребенок либо участник игры вытаскивает и должен максимально быстро повторить. Эти нейропсихологические упражнения очень сильно ускоряют процесс усвоения навыка счета. Следующие виды карточек — это, соответственно, карточки с арбузиками и карточки с числами. Это игральные карты, с помощью которых как раз-таки ребенок счету и будет обучаться. Чуть позже я расскажу, зачем нужны карточки с арбузиками и зачем нужны карточки с числами. Давайте их сначала распакуем. Распакуем сначала карточки с арбузиками. У нас колода достаточно плотных карточек, то есть эти карты похожи на обычные игральные карты, они достаточно жесткие, заламинированные, то есть сделаны для того, чтобы в процессе игры не испортились. У нас карточки по несколько штук, от, соответственно, одного арбузика до 18. Расположены они таким способом, чтобы ребенку по парам, по тройкам, и было достаточно просто их считать. Для чего нужны эти карточки? Эти
карточки мы используем в самом начале обучения для того, чтобы сформировать у ребенка понимание числа. Очень часто, особенно сегодня, я вижу проблему того, что у детей не сформировано понимание числа. То есть, что такое понимание числа? Ребенок должен понимать, что число или цифра 3 соответствует 3 каким-то предметам, например, арбузикам или фломастерам, неважно чему, 3 каким-то предметам. Сейчас, особенно у нас в школах, встречаются дети, которые посещали курсы ментальной арифметики с юного возраста, а там для обучения используют абакус, и, соответственно, у ребенка неправильно формируется понимание счета. За счет чего? За счет того, что, например, какое-нибудь число 7 на абакусе перекодировано и представлено как, соответственно, определенное положение косточек на счетах. То есть это не 7 косточек, это просто положение счетов на косточках. Положение косточек на счетах. Это не очень хорошо. Почему? Потому что у ребенка не формируется правильное представление о числе. И, соответственно, такие дети, возможно, считают очень быстро, но могут совершать ошибки принципиальные. То есть, например, если ребенка такого попросить сложить там 152 плюс 254, то он может сказать, что ответ будет 4000. Нам с вами сразу очевидно, что ответ будет в порядка 400. Мы, может, и не успеем очень быстро сказать точно, сколько это будет, но понимаем порядок, да, что 150 сколько-то плюс 250 сколько-то, это примерно 400 сколько-то. Поэтому очень важно вот это понимание у ребенка сформировать, и его мы формируем как раз-таки в формате обучения, о нем чуть позже, с карточками-арбузиками. Давайте распакуем карточки с числами. У нас числа от 1 до 18. Вы можете видеть, что все числа разного цвета, разного орнамента, и это сделано специально для того, чтобы ребенок лучше запоминал, лучше отличал числа. Почему только до 18? Потому что, сформировав навык счета в пределах 20 автоматически, я никогда не видел детей, которые могут в пределах 20 очень быстро считать, при этом ошибаются с сотнями, с десятками и так далее. То есть, если мы до автоматизма навык счета сформируем, до 20, до полного автоматизма, то фактически проблем с арифметикой, со сложением, вычитанием у ребенка не будет. В игре указан достаточно широкий возрастной диапазон, 5-12 лет, это не рекламная какая-то махинация, мы в действительности у себя тестировали с абсолютно разными детьми, и разные варианты этой игры позволяют как с нуля натренировать у ребенка навык счета, так и довести его до автоматизма у более взрослых детей, которые в принципе умеют считать, но не умеют делать это очень быстро. Теперь давайте рассмотрим вариант игры в режиме обучения. Представим, что я играю на месте ребенка и играю в открытую. То есть в действительности в процессе игры мои карточки должны быть, я не должен их показывать. Итак, у нас есть игрок 1, я ребенок, игрок 2, вот ваши карты, вы родитель, 2 колоды с задающей картой и с результирующей картой. Задающая у нас в данном случае 2, соответственно, результирующая у нас 5. Итак, ребенку нужно сделать следующее. Ребенку нужно выбрать такие карточки, которые при сложении их с задающей дадут результирующие. У ребенка есть несколько вариантов. Он может либо выбрать
вот одну из этих карточек, да, потому что 2 арбузика плюс 3 арбузика в сумме будет 5 арбузиков. Это ребенку прекрасно визуально видно, то есть он может их глазами пересчитать. Либо может выбросить 2 вот этих карты, где в сумме также 3 арбузика, 2 арбузика, еще 2 арбузика и 1 арбузик. В зависимости от того, какой вариант выберет ребенок, неважно какой вариант он выберет, он скидывает эти карточки. И, соответственно, если отгадал, то забирает задающую карту себе. Выдается новая задающая карта. Механика игры достаточно подробно описана в методичке. После того, как ребенок взял задающую карту, он открывает колоду с нейропсихологическими упражнениями и максимально быстро делает это упражнение. То есть переключение на нейропсихологическое упражнение помогает ускорить процесс обучения. Следующее ходите, соответственно, вы. В режиме обучения, в начальном режиме, мы играем не на скорость, мы играем по очереди, позволяя ребенку подумать и, соответственно, продуманный ответ сделать. Это был вариант игры на сложение, то есть когда мы у ребенка отдельно под навык именно сложения с определенными числами, в методичке расписано в зависимости от какого уровня ребенка какие карточки нужно брать, отдельно есть формат обучения в вычитании, когда у нас результирующая карточка меньше, например, 1 арбузик, задающая карточка 4 арбузика, и, соответственно, ребенку также нужно выбрать, какую карточку нужно отнять из задающей, сколько арбузиков нужно отнять, чтобы получилось результирующее. В игре указан достаточно широкий возрастной диапазон от 5 до 12 лет. И написано, что игра подходит для ребят различного уровня подготовки. Это в действительности так. В конце методички вы найдете таблички. Мы разделили в процессе наших экспериментов в моей школе скорочтения, в процессе экспериментов разделили на 9 уровней уровень подготовки ребят, и, соответственно, в зависимости от текущего уровня вашего ребенка можно подобрать такие карточки, когда он будет именно обучаться. То есть, с одной стороны, для него игра будет не простой, не совсем простой, не элементарный, да, в который неинтересно играть. С другой стороны, она не будет слишком сложной. То есть мы поэтапно, постепенно тренируем у ребенка навык счета, идя по шагам. Можно начать с первого шага, если у вас ребенок еще не умеет считать, либо начать с какого-нибудь 3-го или 4-го шага, да, подробно посмотрите на сложение, на вычитание, ну и расскажу про игру на скорость, когда ребенок уже достаточно хорошо умеет считать и нужно навык довести до абсолютного автоматизма с одной стороны, а с другой стороны это отличное времяпровождение для вашей семьи. Давайте теперь рассмотрим вариант игры, когда это в действительности игра, когда ребенок уже достаточно быстро умеет складывать и вычитать, и мы играем уже на скорость. В этом режиме играет от 2 до 6 игроков, допустим, у нас 4 игрока, и я один из них. Естественно, у меня карты закрытые, играют карты и арбузики, и, соответственно, числа, и у меня задающее число 7, результирующее 13, и что мне нужно? Мне нужно выбрать максимально длинную цепочку из действий, учитывая сложение и вычитание, чтобы из 7 сделать 13. Например, я могу взять карты 5 и 1, 7 плюс 1 плюс 5 получается 13. Это 2 карты. Либо, например, могу вычесть 7, прибавить 5, прибавить 8. Я кричу ход и кидаю, соответственно, 3 карты. Кто-то из ребят, возможно, придумали
более длинный ход, я начинаю считать до 10, а если никто не придумал более длинный ход, я забираю сдающую карту и, соответственно, выполняю еще и нейропсихологическое упражнение там. В правилах почитайте тоже на скорость. Вот в таком режиме ребенок учится строить максимально длинные цепочки, а фактически в голове у него происходит полная автоматизация, полное понимание чисел и цифр, то есть он учится манипулировать ими различными способами, складывать, вычитать, то есть для того, чтобы из задающего получить результирующее. Вот такая короткая информация о наборе скоросчет для детей от 5 до 12 лет. Мы в моей школе скорочтения, как я уже говорил, на 37 детях этот набор протестировали и обучились считать абсолютно каждого из этих 37 детей от 5 до 12 лет. Если вам набор нравится, если вы дома занимаетесь обучением своего ребенка, то по ссылке в описании найдете ссылку на этот набор в интернет-магазине Лабиринт. Спасибо за внимание, успехов и удачи вам и вашим детям, успехов в учебе. С вами был Шамиль Ахмадуллин. Пока-пока.